Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. И для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Плейлисты вы увидите на главной странице канала. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. Нажимайте на колокольчик, так вы узнаете о новинках на канале. И отдельный привет и слова благодарности моим постоянным зрителям, моим постоянным подписчикам. Разные города, разные страны. Очень много слов поддержки. Спасибо вам большое. Я к вам сегодня с ниточками, с которыми мы работали. У нас уже узорчики есть таких ниточек, да. Но сегодня будет новый узорчик. Схемку к данному узорчику я сегодня прилагаю. Схемка настолько популярна, что постоянно попадается мне в интернете, поэтому я решила показать ее вам. Узорчик очень легкий, справится даже новичок. Давайте, новички, кто еще не знает, что это за ниточки, расскажу вам про них. Называются они Alize Angora Gold. Видите, Alize Angora Gold. Итак, смотрим. Здесь в 100 граммах находится 550 метров. Ну, моточек уже, понятно, не полный, да, мы уже вязали. Далее смотрим состав. В составе 80% акрил, 20% шерсть. И вы видите, да, что еще вот такая вот секционное окрашивание интересное. Посмотрим, какие цвета сегодня попадут в наш узорчик. Нам здесь советует производитель: берите крючок от 2 до 4. Я работаю с данными ниточками крючком номер 3. Вы для себя подбирайте эмпирически. Так, вот крючок номер 3, потому что все зависит от вашей плотности вязания, да. Либо берете крючок поменьше, либо берете крючок побольше. Опять же, если у вас какая-либо другая пряжа, она у вас обязательно может быть другая, не обязательно такой же вязать, то вы точно так же смотрите в инструкцию, и там, какой вам крючок советуют, таким крючком и вяжете. Идем дальше. Смотрите, цвет 6277, то есть 6277. Кому интересно, на камеру цвет передается точно так же, как он есть на самом деле. Ну и получается, нам производитель подсказывает, что данные ниточки хороши в палантинчиках, в шалях и так далее. Мы знаем, что очень хорошо секционная, да, вот такая вот пряжа, она смотрится в спицах, но мы крючковязы тоже хотим повязать данной красивой пряжей, верно? Это не реклама, просто я пряжей вязала этой, мне она, в принципе, нравится. Ну что, свяжем? Давайте. Итак, смотрите, вы можете ниточку брать у моточка снаружи, да, а можете брать непосредственно изнутри. Но вот этот моточек, мне кажется, один-единственный такой загадочный, это что я до сих пор не могу найти у него ниточку изнутри, поэтому будем брать снаружи. То есть сейчас мы ожидаем, какой цвет будет: нежно-нежно-зелененький, да, вот он, зелененький, переходящий в травку, да, а потом дальше посмотрим, будет возвращаться в синенький, потом в фиолетовый. Итак, схемка перед вами, раппорт узорчика 12 петелек. Я наберу, получается, 3 раппорта, это будет 36 воздушных петелек. И дополнительно я наберу по бокам еще кромочные столбики. Итого я сделаю 41 воздушную петельку, чтобы у меня краешек был ровный. А вы смотрите, как вам будет удобнее, столько и набирайте. Угу. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. И ее при наборе петелек мы считать не будем. Итак, петелька фиксации. А теперь я делаю 41 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Вот наш будущий образец. Далее начинается уже непосредственно сам узорчик. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И в 5-ю петельку ныряем аккуратненько и вытягиваем ниточку, провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это называется столбик с накидом. И мы вот так вот с вами будем делать столбики с накидом до конца ряда. Схема смотрите, да? Вот, до конца ряда мы ныряем в каждую петельку нашей косички, еще называется она воздушная цепочка, и провязываем каждую петельку столбиком с накидом. Не забываем, что первые 3 петельки подъема, вот эти первые 3 петельки подъема, это тоже имитация столбика. То есть 1, 2, 3, 4, 5 столбиков я сейчас провязала. Вот, провязываю я до конца. Так, вы тоже у себя провязываете до конца. В конце ряда встречаемся. Договорились? Ряд несложный. Столбики с накидом. Давайте, у вас получится. Итак, вот наш первый ряд нашего узорчика готов. Идем далее. 3 петельки подъема.
Раз, два, три. Поворот. И следующие два, получается, столбика я буду провязывать столбиками с накидом. Это будут мои кромочные столбики. У меня этими столбиками будет начинаться ряд и будет заканчиваться ряд. Понятно? Есть. Идем дальше. По узорчику. 2 воздушные петельки. Раз, два. И получается, мы здесь пропускаем наших столбиков 2 столбика. Раз, два. В третий делаем накид и провязываем столбик с накидом. И у нас как бы формируется вот такое вот окошко. Угу, угу. Далее накид. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик провязываем столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька. Опять сюда же возвращаемся в этот столбик. Провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. И сюда третий раз возвращаемся и провязываем столбик с накидом. У нас сформировалось вот такой вот, как бы, ну, маленький такой, да, треугольничек, веерочек. Идем дальше. Накид. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий ныряем, провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. 2 столбика пропустили. Раз, два. В третий столбик нырнули, провязали столбик с накидом. Сформировали вот такое вот окошечко. Далее опять 2 воздушные петельки. Раз, два. И опять 2 столбика пропустили. И в третий столбик делаем еще одно окошечко. Понятно? Все. Далее получается у нас идет повторение. Накид. Раз, 2 столбика пропустили. В третий делаем вот такой вот треугольничек или маленький веерочек. Да? 3 столбика с накидом. Между ними по одной воздушной петельке. Воздушная петля. Сюда же второй столбик с накидом. Воздушная петля. Сюда же третий столбик с накидом. Понятно? Вот. То есть вы, получается, формируете как? У вас вот такой вот веерочек, 2 окошка. Веерочек, 2 окошка. Веерочек, 2 окошка. И до конца ряда сколько у вас столбиков. То есть, видите, здесь получается вот 3 столбика. Это кромочные. И всего лишь только лишь одно окошечко. И дальше веерочек. Понятно? 2 окошка, веерочек. То есть 2 окошка, веерочек. Это раппорт узорчика. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот второй ряд наш готов. Смотрите, я делаю 3 кромочных столбика, да, в начале и в конце ряда. Вы можете делать любое количество. Может у вас и 5, и 7, и 10 и так далее. Понятно? И получается, кромочные столбики мы делаем точно такого же размера, как у нас основные столбики по узорчику. То есть это будут у нас столбики с накидом. Идем дальше. Опять 3 петельки подъема. Поворот. Мои кромочные столбики, они неизменно в начале и в конце ряда. Я их провязываю. Есть. Далее. Третий ряд нашего узорчика. 1 воздушная петелька. И смотрите, вот получается у нас сразу же перепрыгиваем к нашему веерочку, там где 3 столбика, да? То есть вот наш первый самый столбик, мы в него провязываем 3 столбика с накидом. Раз столбик с накидом. Сюда же в эту же верхушку 2 столбик с накидом. И сюда же в эту же верхушку 3 столбик с накидом. Есть. Далее. Перепрыгиваем к следующей, получается, нашей ножке, вот этой вот, да, средненькому столбику. И провязываем точно так же. 3 столбика с накидом. Раз столбик с накидом. 2 столбик с накидом. 3 столбик с накидом. Есть. И остается третья, получается, наша ножка. Точно так же ныряем в верхушку этой ножки и провязываем еще 3 столбика с накидом. То есть, получается, у нас был как бы такой маленький веерочек, да, из него выросли вот такие вот 9 столбиков с накидом. Далее воздушная петелька. И вот у нас было 2 окошечка, а между ними столбик. Помните, да? Вот в этот столбик ныряем и провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. И переключаемся опять на наш вот этот маленький веерочек. И провязываем за каждый, получается, столбик по 3 столбика с накидом. Понятно, да? То есть вообще несложный узорчик. Раз, два, 3. За второй, получается, столбик точно так же 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. И за последнюю, получается, ножку, за последний столбик точно так же 3 столбика. Раз, два, 3. Все столбики с накидом, не перепутайте. И у вас получается по итогу вот такая вот красота. Угу. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Итак, смотрите, вот такая красота получается. Я уже провязала 3 кромочных столбика, и уже повернулась и провязала в новом ряду еще 3 кромочных столбика. Идем далее. Теперь после 3
кромочных столбиков. У вас здесь может быть 1, может быть их 5 и так далее. Продолжаем наш узорчик. Сразу же без воздушных петелек, смотрите внимательно, делаем накид. И вот эти 3 наших первых столбика будем провязывать вместе с одной верхушкой. Смотрите как. Нырнули в первый столбик, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, накид. Нырнули во второй столбик, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, накид. Нырнули в третий столбик, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. И у вас на крючке осталось 4 петельки. А вот теперь мы их провязываем все вместе обязательно и зафиксировать. Угу. И как бы получается как лепесточек, да, то есть верхушечка листика. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. То же самое будем проделывать со следующими 3 столбиками. Формируем листик. Первый столбик, стоп, накид. Второй столбик, стоп, накид. Третий столбик, стоп. Теперь смотрите, все 4 столбика провязали вместе. Оп, и обязательно зафиксировали. Еще 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И то же самое проделываем с оставшимися 3 столбиками. 1, стоп, 2, стоп, 3, стоп. 4 петельки на крючке провязали и обязательно зафиксировали. Есть. Теперь сразу же без воздушных петелек провязываем вот наш центральный столбик, да, мы в него опять вводим крючок и провязываем столбик с накидом. Есть. А далее все то же самое. Опять 3 вместе, 3 вместе, 3 вместе столбика с одной верхушкой. Видите, какие листики начинают формироваться? Вот 1, 2, 3. Красота, красота. Не сложно, не сложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, вот наши листики готовы. Да, я уже, получается, провязала свои 3 кромочных столбика и уже сделала в новом ряду еще 3 кромочных столбика. Далее у нас идет совсем как бы несложный ряд. Наша задача с вами получается провязать весь ряд столбиками с накидом. Итак, смотрите, как будем провязывать. Вот у нас есть как ориентир наши листики. Так? То есть там, где воздушные петельки, сколько петелек, столько мы будем провязывать и столбиков. В центральной, получается, верхушку провязываем 1 столбик, да, то есть 3 воздушные петельки, 3 столбика, а вот этих крайних наших столбиков, будьте внимательны, мы будем провязывать по 2 столбика с накидом. То есть получается, нырнули в самое начало нашего верхушечки, провязали столбик с накидом аккуратненько, и следующий получается. То есть справа и слева от верхушки провязали по столбику. Далее 3 воздушные петельки, вы можете нырять в арочку и провязывать 3 столбика с накидом, так? Но в предыдущих видео я тоже еще показывала. Если позволяет пряжа, может быть, она у вас большая, да, толстая, если позволяет крючок и позволяет зрение, то вы можете нырять непосредственно в сами петельки и провязывать за петельки. Когда провязываете за петельки, вязание идет чуть-чуть аккуратнее. 1, 2, 3. Понятно, да? Вот. Далее. Центральный наш листик мы провязываем за верхушку столбик с накидом, то есть не 2 у нас будет столбика здесь, а всего лишь 1. Так, аккуратненько. Есть. Далее опять идут 3 воздушные петельки. Я буду провязывать петелька в петельку. Вот так вот. 1, 2, 3. Вы, если нет возможности, не ломайте глаза, провязывать так, как вам удобно. Хорошо? Вот, видите, как получается. Далее опять наш крайний получается листочек. Мы провязываем внимательно, аккуратненько перед листочком столбик с накидом и после листочка столбик с накидом. Далее вот наш столбик идет все время на протяжении всех рядов. Мы его провязываем тоже столбиком с накидом. По поводу того, что нужно провязывать по 2 столбика вот за верхушки данных листиков, в силу того, что нам необходимо выровнять количество петелек. Понятно? Все, идем дальше. Точно так же. Вот наш первый листик. Мы, получается, перед листиком аккуратненько ныряем, провязываем столбик с накидом. И после листика ныряем, провязываем столбик с накидом. Все. Далее вот наша арочка, состоящая из 3 воздушных петелек. Давайте покажу, как выглядят петельки, столбики, если вы провязываете их непосредственно в саму арочку. 1, 2, 3. Видите? И опять в центральный листик 1 столбик. Вот, посмотрите, как выглядят столбики, когда они в арочке, и как выглядят столбики, когда они петелька в петельке. Ну, согласитесь, аккуратнее, да? Вот. Вот такая красота. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот наш ряд полностью из столбиков готов.
Что делаем дальше? Опять делаем точно так же. Я делаю свои 3 кромочных столбика. Вы делаете сколько столбиков, ну, как бы душа пожелает, да, у вас здесь. Итак, возвращаемся к моим 3 кромочным. Далее воздушная петелька. Один столбик пропускаем, в следующий провязываем столбик с накидом. Сформировали такое вот окошко. Воздушная петелька, столбик пропускаем, следующий столбик с накидом. Видите? Окошко. Опять воздушная петелька. Опять столбик пропустили, в следующий провязываем столбик с накидом. И вот так вот мы провязываем с вами до конца ряда. То есть весь ряд у нас будет состоять из окошек. Понятно? Все, не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда опять встречаемся. Так, смотрите, вот наши окошечки готовы. Следующий ряд. Точно так же делаем, ну, в моем случае, да, 3 кромочных столбика будут. 1, 2, 3 петельки подъема, поворот. И 2, в моем случае, столбика с накидом. Есть. Далее смотрите, что мы делаем. После наших вот этих кромочных, да, после этого первого столбика, воздушная петелька. И пропускаем полностью окошко. И вот в этот столбик наш следующий будем делать шишечку, бубочку. Смотрите как. Накид. Нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Точно так же второй раз нырнули, провязали 2 петельки, стоп. Третий раз провязали 2 петельки, стоп. И 4-й раз провязали 2 петельки, стоп. И теперь у нас получается 5 петелек на крючке. Мы их провязываем все вместе и обязательно фиксируем. Вот такой вот пышный столбик. Видите? Далее воздушная петелька. И опять пропускаем окошко. И в следующий столбик провязываем просто один обычный столбик с накидом. Угу. Воздушная петелька. В следующий столбик провязываем точно такой же пышный столбик. 1, 2, 3, 4. 5 петелек на крючке вместе провязали и обязательно зафиксировали. Понятно? Воздушная петелька, и в следующий столбик мы провязываем столбик с накидом. И вот так вот вы чередуете. Понятно? То есть у вас сохраняются как бы вот такие вот окошечки небольшие, но в одном случае вы над столбиком вяжете столбик, в следующем случае вы над столбиком свяжете пышный вот такой столбик. Столбик, пышный, столбик, пышный и так далее до конца ряда. Несложно. Угу. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наш рядочек с пышными столбиками готов. Далее что мы делаем? Я, получается, точно так же закончила 3 столбиками с накидом. Уже следующий ряд начала свои 3 столбика с накидом. Теперь смотрите. Полностью будем повторять предыдущий ряд, который у нас был с окошечками. То есть, смотрите, делаем воздушную петельку. И в верхушку пышного столбика ныряем и провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. Вот следующий столбик, столбик с накидом. Воздушная петелька. Верхушку пышного столбика, столбик с накидом. Воздушная петелька. В столбик, столбик с накидом. И так далее до конца ряда. Поняли, да? То есть точно так же, как мы провязывали до этого ряд. Вот такие у нас, получается, формируются окошечки. Понятно? Все, давайте до конца ряда несложно. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, вот наш ряд с окошечками провязан. Вот. Это получается вертикальный раппорт нашего узорчика, состоящий из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядочков. Далее вы будете повторять все то же самое с самого начала. То есть у вас будет ряд с столбиками с накидом, так? Потом ряд с окошечками и с маленькими такими веерочками. Следующий ряд вы будете из веерочка маленького делать вот такие вот 9 столбиков. Следующий ряд вы будете формировать лепесточки. Следующий ряд будете опять делать полностью ряд столбиками с накидом. Помните, да, как мы здесь провязывали столбики около крайних наших лепесточков. Далее окошечко, пышные столбики и окошечки. Понятно? Все, давайте я провяжу еще раз вертикальный раппорт и покажу вам в итоге, что получается. Получится очень красиво. Договорились? Встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала еще один, получается, вертикальный раппорт узорчика. Так, получается 2 раппорта. И вот такая вот по итогу красота.
То есть можно, смотрите, вязать и, конечно, и секционной пряжей, да, можно вязать и одним цветом, то есть в любом случае будет красиво. То есть смотрите, какая у вас пряжа будет, какой крючок, потолще, потоньше, будет очень шикарно. Конечно, данный узорчик хорошо смотрится не только в палантине, но смотрите, в топике, да. Если у вас будет прямая юбочка, например, да, как один из узорчиков, возможно, она будет из нескольких узорчиков состоять, то есть тоже, смотрите, видите, как интересно смотрится. Вот, либо это будет с подкладом юбочка, да, топичек, либо это будет без подклада, смотрите. Ну, мне кажется, очень даже интересно. Давайте замерим. Набирала я 41 воздушную петельку. Если этим же крючком, этой же пряжей, например, да, этой же плотностью вязания, то это получается 41 петелька, ну, практически 20 сантиметров. А тут мы, получается, с вами договаривались, что один раппорт, да, это получается вертикальный раппорт узорчика, 8 рядков, получается, я провязала 16. И это у нас, ну вот, 17 сантиметров. Класс. Класс. За счет того, что воздушные петельки есть, узорчик, естественно же, будет тянуться. Вот такая вот красота. Я, получается, начала с светло-зелененького, потом перешла такую вот травку, потом у нас такой интересный голубой цвет. И далее, видите, потихонечку начинает прибавляться такой вот сиреневый цвет. Но уже он не вошел в узорчик. В следующем узорчике покажу, как будет смотреться темно-сиреневый цвет. Вот такая красота. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Нажимайте на плюсик, чтобы сохранить в своих плейлистах и посмотреть в удобное для вас время. 7 ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.